Опачки. Всем привет. С вами снова я, Егор. И мы продолжаем проходить The Outer Worlds. В прошлой серии мы, получается, спиздили этот деталь для корабля для своего. И вот мне что было интересно, можно ли тут крафтить оружки. Сейчас тут как раз будет. Что я сделал? Сейчас тогда попробуем посмотреть, тут же верстак есть. Так. Работать. Это улучшать. А как понять, это модифицировать? А, на нем уже стоит. Погодите, а чем отличается мощь? Нажимайте тип урона оружия на плазменный. Вместительность магазина. Ну, давайте я урон тогда оставлю. Тут у нас чего? Уже установлена модификация, окей. Глушительный РПГ. Угу, окей. Ладно. Оружки здесь доставать нельзя, но их, скорее всего, можно покупать. Давайте-ка подойдем вот сюда. Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise. What can I do for Окей. you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Окей. Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Окей. Вот еще мне интересно кое-что. Навыки в инженерии. Тут есть что-нибудь? Так, технология. Открывать третью ячейку для препарата. Так, это медицина, наука. Затраты на работу за верстаком минус 50%. Коррозийный урон, нулевой урон. Затраты битов на работу за верстаком для научного оружия. Не растут выше определенного. Ага. Стоимость работы на верстаке дополнительно снижается на 90%. Разбирайте оружие в бою, чтобы за 100% извлечь базовую модификацию. Вероятность, что вы отремонтируете предметы до идеального состояния, увеличив... Ага. Разбирайте оружие, урон автоматом. Вот это, кстати, хорошо. Ладно. Будем тогда инженерию, наверное, качать. Точнее, технологию в основном. Кстати, погодите. Погодите, не пердите. Так. Способности. Научным оружием. Надо здоровье, наверное, увеличить. Так. Скорость ходьбы, скорость бега. Напарника. О, цену торговцев надо пониже сделать. Так, залазь. Так, готово. Отлично. А, нос чешется. Поговорите с Ада. Ай. Что меня ударил-то, алло? Блять. На F нажимаю, все перепутал. What Как can в I do for PUBG. you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Хорошо.
Сперва кое-что уладить, а что у меня тут не улажено? Это что? Так, торговый автомат. Давайте попробуем в торговом автомату тэпнуться. И чекнуть, что по оружиям. Так, отлично. По поводу магаза, он там где-то? Вот он. Ручной пулемет. Все не то. Сколько у меня? У меня 669 битов. Битов, как правильно. Опа. Так, навык незаметности. Это взлом. Давайте я вот эту куплю. Блять, одной монеты не хватает. А продать что могу? По броне что мне тут? Блять, я не то выкинул, наверное. Окей, купить. Броня. Вот это вот. Погодите, погодите. Науки, технологии. Угу. А я же могу броню улучшать тоже. Так, погодите. Ладно, это не тут запрыгивать. А смысл я вообще так делаю? Я могу вот так вот. А, сейчас нельзя. А сейчас? Сейчас можно. Полетели, короче, тогда отсюда. Исследовать новые миры всякие. Бля, навык технологии же. Погодите. Он же мне и нужен, наверное. Ты хуй знает. По поводу общения я здесь, наверное, ничего качать не буду. Типа смысл от этого. Не то, что делаю. Так. Модифицировать броню. Защита повышает сопротивление нательной брони. Физическому урону. Защитные навыки, это хорошо. Давайте я вот этот надену. А шлемак я не могу, да, получается? Давайте починим все. Разобрать. Угу. Так, а что по поводу работать? Здесь нельзя. Окей, окей. Ладно, фиксим тогда. Погнали, полетели. Welcome back, Captain. All systems. Полетели. Вот это вот фигурина еле работает почему-то. Или это так и надо? И куда мы прилетим?
А тогда вообще, типа, смысла не имеет то, что я с ним налаживал контакты с этой планетой. Request from Dr. Phineas Wells. Давайте. Ah, there you are, hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Научился замедлять время. Давайте вот What это. you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Наверное, надо Stellar будет Bay пары on прокачивать. Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Culkelly. Помешать мне просто покинуть Алкеон. Without a skip drive, good luck. You'll be dead before you make it to the nearest star. Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me, and the rest of this colony. We're all skating precariously around the edge of oblivion together. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place, and we can start by reviving the hope. Давайте спросим, почему мне доверять ей. Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. Давай поговорим. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. Yes. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Окей. Давайте Marvelous device. I'm quite послушаем, proud что это of такое. myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits, first-generation technology, you see, but promising. Exciting to see it in use at last. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. Ah, the beauty is they don't expect it. The shroud is the only one of its kind. We humans have a tendency to overlook the unexpected. Activate the disguise, walk past someone. What do they see? A figure dressed like a fellow employee. Don't act odd. They won't focus on you. Окей. Спасибо. Excellent. I'll contact you плащ. once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. Окей, The буду board's знать. only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Так.
Регистрационный терминал, это пока мне сюда не надо. По поводу плаща, это типа я зря покупал эти брони свои или что? В каюте капитана мне говорят. А где это каюта капитана? Наверху где-то? Так, ну это точно не каюта капитана. Ну, не каюта капитана, скорее всего. Потому что она какая-нибудь жесткая должна быть. Ой, я могу поспать. Мне вон туда вот куда-то надо. Just to warn you, we may have a bedbug infestation. I am investigating non-toxic extermination measures. Non-toxic to you, I mean. Так, голографический плащ. Сука. Ну все понятно, короче. Голографический плащ создает для вас напарников. Для вас и напарников завесу, которая позволяет попасть в закрытые зоны, если у вас есть картридж с соответствующим удостоверением. Закрытые зоны доступны только для местных сотрудников. Остальных разрешено убивать на месте. Нифига себе мне дали. А как его использовать? Ого, вот это я броневик. Так, дневник. Кодекс. Незаметность. Ага, это все было. Так, ну погнали, короче. Куда мне надо там? Ага. А куда мне надо-то? Рекомендация для путешественников от простора, просто космоса. Вас приветствует карта системы. Здесь вы можете видеть все планеты системы, а также важные места, которые сумели обнаружить. Вы можете отправиться на корабле в любое уже открытое место, но для посадки в некоторых точках потребуются коды или ключи. Межпланетные путешествия считаются предельно опасными, поэтому мы рекомендуем сотрудникам оставаться дома, а еще лучше на работе. Ой, что я делаю? Мне вообще куда надо? Ага, поговорите на первопроходца. А мне куда? А, ну. Так а что это такое-то? Независимая орбитальная станция на первом корабле океана. Угу. Стоп, а если я вот здесь вот выйду? Там враг? Угу, значит мне не сюда. А что мне делать? У меня нет карты. Так, это камера. Я что-то не особо понимаю. А, и оперный театр. Destination reached. The groundbreaker. Давайте на первопроходца выйдем. Вот как это работает. Все, понял теперь. Hey, don't point that thing at me. Я могу вот этой потыкать тебя, где она? Могу застрелить тебя нахер. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a toss ball stick, I was
Блин, мне нельзя так. У нас что? Разыскивается. О! А чем отличается этот торговый автомат? Сколько? А, это обрез. Ага, тут всякие обвесы продаются. А здесь у нас чего? Топор. Плазменная винтовка. Ну, типа хуже, почему оно красным горит? И это что-то дает. Так, ручной пулемет. Погодите, а у меня сколько? А, так. Identification, please. You've got a ship, but you've never visited Groundbreaker. You must have just dusted off from one of those dirt-side outposts. Well, Наверное. welcome to Groundbreaker. I'm sorry to tell you this, but I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. Да, не то His office is located выбрал. along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? One Давай. Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Much appreciated. Окей. Is there anything else I can help you with? The fence? Давай. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. 2 biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though. Ну окей. All right. Be Увидимся. seeing you. Так. Что мне надо? Ой! Ай, спасибо большое. Так. А мне куда вообще? Давайте вот это вот. Куда мне идти? И что мне надо делать? Поговорите с доктором Вандер. Ага. Давайте дополнительно сначала выполним. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following. Так, окей. Мне не сюда видно. Нифига себе. Вот это... Да, нормально так. Ну, почти 6-й левел. А, вот дверь, боже, блядь. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Sure is.
You need a deft hand to straighten a busted nose or sparkle up those not so pearly whites? Ну окей, типа I'm your внешность gal. поменять Of можно. course, there's not much cosmetic improvement going on at the moment, not without my mechanicals. Where the law is Irian anyway? I'm expecting our delivery fellow to stop through with medical supplies and service auto mechanicals. Name's Captain Irion. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. Surgery mostly. Medical personnel are difficult to come by on Groundbreaker. Почему? The board won't let their doctors and nurses station here, and they own all the medical schools. If we can't hire their people, we can't hire anyone. Everyone on staff here on Groundbreaker was trained by me or Idris. We're good, don't get me wrong. But we've only 2 heads between us, and we don't know everything. Давайте I'd be попробуем. grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with... Опа. Keep hanging around. What can I do? You have your... Давайте. Так, способности можно. А цены у торговцев это еще на автомат распространяется или как? Если это не распространяется, я могу это не брать вообще. Базовое сопротивление брони. Давайте я тогда хп подниму. А потом, если что, вот это вот тоже. Цены у торговцев. А, стоп. Я навыки не вкачал. Минус 5. Надо менять броню. У меня 10. Давайте я, короче, 5 вкачаю в дальний бой. Тут критический урон от легкого огнестрельного оружия прокачался. И получается, давайте технологию качаем. Как раз получается, скоро затрат на работу за верстаком у меня уменьшится. Надо будет еще что-то с броней поделать. Потому что эта броня мне скрытность режет. Очень сильно. А, мне улетать надо? Это же дополнительное задание? Ну, давайте. Так, погодите. Это завершенные, побочные. Ну окей, я сначала, наверное, дополнительные тогда буду выполнять, потом основные, чтобы у меня они не висели. Hey there, you mind stepping back? This charming little ship's been impounded and I'm afraid I can't let you near it till it's not. I'd surely love to, but that's just not my bailiwick. You'll want to have words with our representative here from the board, Mr. Udom Bedford. His office is on the promenade. А, и надо сначала основное выполнить. I ain't felt so much as a tepid breeze in weeks. I hope Miss Chief Tennyson gets that fixed soon. Whew. I'm starting to feel like a sisty roast in all this armor. Шишкач. Gosh, I wouldn't dream of it. Not unless I got to, and I don't see any reason why I'd gotta. Do you? Ладно, пойду я. Have yourself Тогда a pleasant выполнять day. другое задание. Пропуск куда угодно.
Так, это Глэдис. О, вот туда мне надо. Ну, получается, вот так вот торговцы обозначены. А, нет, торговец вот как аж. Ну значит, торговец это не этот. Не торговый автомат. Хотя, может, у торговцев там что-нибудь продается жесткое, поэтому лучше цены снизить на 50%. You know that sound when you've snapped on an injector clip? I got a full line of weapon modification. Давайте поторгуем. Навык торговли. Навык торговли равняется самому развитому из навыков общения и используется для определения цены при покупке или продаже вещей у торговца. Я бы снайперку вообще хотел. Это прям вообще в идеале было бы. Но тут ее нет, видимо. Это чё? Зачем я трачу хилки? Я не понимаю. Вот это просто меня вот вымораживает. Я уже переучился на F, все подбирать, использовать. Ну вот, да, вот видите просто. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? I impounded Alex's ship, not yours. Well, I guess it's yours now if you're captaining it. It's a game we play, he and I. I ask him to turn in Phineas Wells, he tells me he will soon. I impound his ship, he explains why he can't give me the info right now. I ask him to turn in Wells. Around and around we go. Okay. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. Надеюсь, ты вернешь мне I've корабль? removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Okay. What? All right, I suppose. How might I assuage your fears? Whom else would I work for? Those sublight thugs? That Tennyson woman? Это типа две коллеги какие-то разделяются. Одна коллегия. The board is the only force for order in this rough and tumble colony of ours. Without them, we'd all starve to death or meet our end in a canid's jaws. That's a curious question. I can't say I've ever considered how my personal satisfaction factors into the work I do. Permit me to answer your question another way. In Byzantium, I was one among many. I often felt lost in the hurry and expanse of the capital. Here I have a measure of power and suffer little oversight. It makes for a different kind of loneliness, but it's one I've found I can endure. I understand. And I would ask the same of you, but I suspect I'd find your answers less than satisfactory, wouldn't I? Indeed. And you know where he is?
Excelsior! An apprehension of this caliber will be tremendous for my career. I'll send you straight away to my superiors in Сейчас лгать Byzantium, может. only... Oh, no. Oh, no. The thing is, I needed money. A lot of money, quickly, for reasons. I might have pawned my official board seal to Gladys, the black market fancier on the Groundbreaker. I can't authorize the paperwork you'll need to turn Phineas in without it. It's only temporary, of course. I'd never leave something so important in the hands of someone of such a dubious moral character. I was going to buy it back once I raised the capital. So you'll need to get my seal back from her if you want to hand Phineas over to the board. Ладно. You probably don't even know where Wells is. None of my contacts ever pan out. Law, what am I going to do now? Oh, I'm sorry. This... You've... I can't... I absolutely would not. Gladys intends to sell it to the highest bidder. She's demanded I provide her with proof of its and if I refuse, she'll have those goons at Sublight Salvage throw me. A spicy little pickle entirely of my... Thank you. Oh, thank you so much. I'm certain Gladys will be made... Well, can probably be made. I'll be waiting eagerly for your return. Все, погнали, блять. Выполнять. Да, блядь, что ж я делаю? Это не та кнопка. Все, теперь я могу пойти на дополнительное задание. Так, что у нас там по времени? Ну, еще пока можно дойти, тэпнуться. Я убью сейчас свои руки. Это просто пипец. Я столько хилок уже на ровном месте потратил. Перепрыгни. Нельзя. Какой Феликс? Hey, we don't know each other yet, but I'm Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion. I noticed your ship in port. Got to thinking you might be looking for some crew. So, I wandered. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Yes, I absolutely... Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew. Можно его как помощника взять? You're serious. You're giving me a shot. All right. I put together a little speech, just in case you ask. Hey there. I'm Felix Millstone. I have prepared a list of reasons why I believe you should... Ну, давай. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone who is not of the jackass persuasion. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and or... Вот это хорошо. My motto... Если это реально мягкий стрелка, то во всех играх напарники они нифига не имеют. Additionally, I have several years of experience as a box hauler. This skill may come in handy if you need a body dragged away or a door held open while escaping enemy. In conclusion, thank you for considering me for your ship crew and or outlaw gang. What do you think? Окей, давай. Wow. You don't know. Thanks, boss. Надеюсь, ты не все время будешь со мной бегать. Так, семинар для новых менеджеров C&P. Напарники. У вас новый напарник. Напарники — это персонажи, которые сопровождают вас во время приключений и всячески помогают. Напарники обеспечивают поддержку в бою. Их навыки улучшают ваши навыки.
Вот это хорошо. Они увеличивают вашу грузоподъемность. С помощью навыка вдохновения можно открывать особые боевые умения напарников. Можете узнать больше о своих товарищах в разделе напарники. Способность напарника. Ваш напарник достигнул уровня, может получить способность. Угу. Феликс. Раздел напарник. В разделе напарник вы найдете все, что нужно о ваших напарниках. Здесь видны их навыки, показатели, эффекты и снаряжения. Чтобы сменить снаряжение напарника, сначала выберите предмет, который хотите убрать, а потом подходящий на замену новый. Также вы можете изменить к напарнику включение оружия. Ага, окей. Ого! По навыкам. Здоровье. Даваемая тревога. Давайте я ему здоровье прокачаю. Я же могу это все прокачивать. Вот это что значит? В дальнем бою. О, нифига. Давайте я, короче, тогда вот этого убеждения потом буду прокачивать. И вот это вот ему. Так, давайте. Цицила. Ага, сюда. Давай сейчас выйдем, сохранимся как раз. И я закончу на этом видео свое. Так. Хорошо. Ладно, я, наверное, закончу на этом тогда. Уже видос долго идет. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем до новых встреч, всем удачи, всем пока-пока.